Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвардиа. Наступил новый патч сегодня, и что я хочу вам сказать. Мета не поменялась от слова совсем. Антимага и Манки Кинга не нерфили, сделали рок войны первого тира. Да-да, вы не ослышались, сделали рок первого тира. Разработчики молодцы, я не знаю, что они там курили, в какой шапочке они сидели, под какой радиацией они там грелись и тому подобное. Но это полный бред. Полный бред сделать рок первого тира. Вот это вот на сегодня где-то моя сейчас будет 5-я каточка, и я, наверное, хочу сыграть на чем? Хрен его знает, на чем я хочу сыграть. Давайте посмотрим, что будет приходить, и уже от этого будем отталкиваться. Реликвии прикольные, легендарки тоже шикарные. На самом деле здесь напрашивается Свен плюс Спектра. То есть сыграть через демона, все такое. Но не хочу загадывать наперед. Поэтому просто посмотрим, как будет идти, уже от этого толкнемся. В общем, АЭМа Манки Кинга не нерфили, не балансили, забалансили инсектоидов, но сделали огромнейшую ошибку. Это добавили предмет 3-го тира, который был сердцем от насекомого, добавили во 2-й тир. И рок войны добавили в 1-й тир. И вот это вот где-то моя сегодня 5-я каточка. Хочу сказать следующее. Все абсолютно абузят рок войны. Абсолютно каждый абузит рок войны. Потому что, ну извините меня, рок войны, который дает суммоном плюс 100% скорости атаки, это люто. Особенно, знаете, когда это прикалывают? Это когда вражеский противник. Гениальная формулировка фраз, ребят. Неплохо. Гениальная формулировка фразы. Кто хочет так же самое научиться, ребят, записывайтесь на мои курсы. Не стесняйтесь. Научу не только таким фразам, а еще и лутать болты на 28. Но я думаю, болты лутать умеем мы все. Тут обучаться не надо. Но так эпически, как я лутаю болты, это еще надо уметь. В общем, приходит вам чел на орки-охотники в 2 звезды с кабанчиком и с рогом войны. И вы такие думаете, не, ну в принципе окей, ладно, ну, адекватно. Там, если что, минимальная КД у этого кабанчика. Охотник неплохо пришел сейчас. Можно, кстати, будет попробовать на охотника катануть. Мейлшторм даже пришел, что тоже неплохо. Ну, в принципе, как бы можно попробовать что-то такое сейчас завинтить. Может, сегодня мы поиграем на гоблинах-мехах? Кто знает. Посмотрим. Пока что я здесь вижу игру это на охотниках. Это пока что. Посмотрим, как дальше будет. Вот, и скажу следующее еще. Инсектоидов стало настолько дохренище, что просто диву даешься. Вот серьезно, настолько много инсектоидов я давно не видел. В каждой катке. Вот сегодня, ну, я реально не помню, сколько каток сыграл. Наверное, это уже 5-я катка на сегодня. В общем, сыграл вот это вот такое количество игр. И по 3-4 инсектоида в катке. По 3-4 инсектоида в катке. И каждый абузит что Манки Кинга, что Антимага. Вдруг кто не знает, как что понерфили, как что подфиксили, рассказываю. Смотрите, инсектоиды теперь работают от живых дубликатов. То есть, смотрите, если у вас Скорпион есть 2-звездочный, еще один Скорпион 2-звездочный. Если Скорпион 2-звездочный умирает, то, соответственно, +1 к инсектоиду будет. То есть, если Скорпион продается за 5 монет, то, ну, по-моему, за 5 монет, то будет за 6 монет он продаваться. То есть, появится та фигура, которая будет продаваться за 6 монет. Круто? Еще как. И это так как-то криво работает, если честно. Короче, теперь, ну вот, смотрите, есть Скорпион. Умирает Скорпион, то значит от Скорпиона выжившего будет отталкиваться. То есть от конкретного дубликата теперь будет отталкиваться. От его цены продажи. То есть 2 Скорпиона в 2 звезды, один умер, значит от 2-го Скорпиона будет отталкиваться. Так же самое касается 2 антимагов, 2 Манки Кингов, 2 Никсов и тому подобное. И рандомно будет появляться один из инсектоидов. Рандомно. Круто? Я считаю, дичайший баланс. Спасибо, конечно, разработчикам за такой дичайший баланс. Не, это на самом деле нормальный такой нерф инсектоидов, но предмет 3-го тира сделать во 2-й тир — это громаднейшая ошибка. Вот, ей-богу, говорю, громаднейшая ошибка. Чтобы вы понимали, вы на 15-м раунде можете увидеть фулового инсектоида с 2 Манки Кингами, с 2 антимагами, и просто будет дубль антимага умирать, в котором нету сердца инсектоида, и появится антимаг в 2 звезд. И вы такие... Это жестко. Еще жестче это суммоны. Вот серьезно, вот самое жесткое, наверное, это рок войны. Это еще жестче, чем инсектоиды. Потому что у меня сколько каток за сегодня было, мне просто чел до 10-го раунда выкатывает Фуриона в 3 звезды с трентом в 3 звезды и просто рвет мне кабину. Или чел, который взял 2 орков-охотников с 2 кабанчиками, и просто в каждом порогу войны.
Боже, те кабанчики разрывают так, что мало не покажется. Просто такой разрыв кабины лютейший. Ну, я не могу это передать словами. Я, на самом деле, слишком сильно горю на ищу текущий патч. Ладно, я горю и от предыдущих нескольких патчей, потому что мета не поменялась. Меня больше всего бесит даже не то, что там инсектоид, не то, что бесит меня вот этот рок войны. Меня больше всего бесит это то, что разрабы не пофиксили до сих пор антимага и не пофиксили Манки Кинга. Боже, два вот этих чувырла, они душат нереально. Они столько сборок ломают, что диву даешься, серьезно. Такое количество сборок, сколько они ломают, это прям лють. Ну еще сделали, кстати, эльфийскую волшебницу поменяли. Теперь она, если что, со старта раунда кидает свою способность как жрица света в предыдущем патче, которая вот обездвиживает. Но ты ее не можешь ударить, ты ее не можешь выбрать, и она стоит АФК. КД 999 секунд на способности. Такой кайф. Не знаю, зачем это сделали, но... Не знаю, как по мне, раньше было лучше. Хотя, не, может быть, применение и можно найти этой способности, но... Не знаю, давайте вы напишите в комментариях, кто нашел применение этой способности. Кстати, спасибо. Очень вовремя мне мехи пришли. Очень вовремя. Спасибо. Бог рандома меня сегодня любит. Просто... Сладкий ты мой. Ну все. Мехи и гоблины у меня есть, охотник у меня есть. Значит, что правильно? Сейчас будет контент. Сейчас мы будем разрывать всех и вся. Без единого шанса. Ну, кстати, засекайте, сколько будет в этой катке инсектоида. Вот засекайте. И я вангую, что будет минимум... Ну, 2 инсектоида, как так, ну, как пидать. Как пидать будет 2 инсектоида. Верю. Верю в то, что реально будет 2 инсектоида. Мне пока что на самом деле непонятно, что идет. Пока что вроде бы как не идут гоблины-мехи. Пока что. Не знаю, что будет идти. На самом деле, я еще даже не понимаю, вот хотел у вас спросить, может кто-то заметил, каким образом накидывает эльфийская волшебница вот этот свой антитаргет, или как это называется. Как это способность назвать? Не знаю, короче. Никс? Не, ну мы не такие, на инсектоидах мы не будем играть. Мы не такие, на инсектоидах мы играть не будем. Но то, что мне пришло 2 охотника зверя, это вкусно. Маг-дракон, вижу, появился. Короче, решил распродать, если что, охотников. На всякий случай куплю Никса. Может быть, для старта его возьму, но мы не такие, ребят. Мы не такие. Пока что посмотрим. Так, чел пришел с винстриком. Неплохо. Порвал мне лицо. Порвал мне мои щечки. Что-то, мне кажется, грубую ошибку я сделал, то, что продал охотников. Ну, просто мне как-то гоблины-мехи идут. Хочу попробовать. Ну, мало ли, в действительности будет все приходить как надо. Мало ли. Ну, посмотрим. Я как бы не особо верю в обычных мехов плюс гоблинов. Не особо верю, но... Выйдем в 20 монет. У меня, в принципе, все шикарно. 91 хп, 20 монет. Все более-менее хорошо. Так, BG Зон там играет через цвет. Будет маг-дракон. И, короче, все еще и людей обузят. Интересно, что здесь будет в этой карточке? Охотник. Но я думаю, охотник не будет прям охотник. Я думаю, в конечном итоге он перестроится. Тут слишком шикарные билды можно построить из легендарных фигур. Интересно, что мне сейчас за реликвия пойдет? И придет ли мне еще одна цветка, интересно? На самом деле, мне бы хотелось, чтобы пришла еще одна цветка, потому что у меня есть парочку дубликатов. Ну-ка. А ну-ка. Так, все, пока. Все, пока. Рад был с тобой повидаться. Всего хорошего. И вот так вот предметики перекидываем. И вот эти вот все хорошие, замечательные предметики. Хрень предмет, конечно. Я хотел, чтобы мне палка пришла, которая дает скорость атаки. Но палка не пришла, и да ладно.
Может взять гоблинскую монету? Или все-таки может взять манго? Я думаю взять все-таки манго. А, там будет волшебник-воин через вайпера. Плохо, конечно, что там будет волшебник-воин через вайпера. Я возьму, короче, манго, наверное. У меня стол не особо сильный сейчас. Даже антимаг в единицу мне сейчас особо не поможет. Стол очень слабый. Поэтому, наверное, я возьму манго все-таки. Ну да, я возьму манго. Я сейчас откисаю, возьму манго. Сразу сейчас его заюзаю. Получу плюс манго, это плюс бабки будут. Если что, как нужно играть на манго? Вдруг кто не знает. Смотрите, вам нужно побеждать, проигрывать, побеждать, проигрывать. И, соответственно, вы будете таким образом обузить манго. Соответственно, вы будете таким образом получать как опыт, так и денежки. Ну, так как я хочу, кстати, по минимуму получать. Можно попробовать бабку покерить. Так как я хочу по минимуму получать, надо как-то усилять свой стол. Кстати, я могу или не могу? 5 гоблинов, получается, у меня сейчас есть. В принципе, тогда мне нужен уровень и 2 волшебника поставить. Таким образом, у меня будет, соответственно, фулбаф гоблинов. Так, ну тут, наверное, я ничего не сделаю. Хотя, антимаг присосался к мейн-керри резаку. Поэтому у меня есть полная надежда на то, что я смогу еще и каточку вытащить. Кстати говоря... А, понял. Вытащил. На минуточку вытащил каточку, ребят. На минуточку. В самом деле, вот эта манго, оно, ну, надо как-то доработать это манго. Как по мне, слабенькая манго. О, спасибо, улучшение. Какое ты шикарное ты улучшение. Пока что буду кереть все-таки антимага. Я в антимага побольше верю, нежели даже в бабку. Я вот сейчас и закинул предметы, и по дамагу она мне вообще не понравилась. Антимаг все-таки сделает больше. Ну, метовый персонаж все-таки. Что ж поделать. Да, получается, мне нужно 2 волшебника, и с 2 волшебниками я смогу себе сделать баф 6 гоблинов. При бафе 6 гоблинов у меня довольно-таки будет все неплохо. Неплохо, но не идеально. Кстати, тут я должен раунд затащить сейчас. У меня довольно-таки сильный стол, у меня есть резачок, у меня есть все. У меня есть пара улучшений, монеточку забузил, красиво. Если бы антимаг ко мне пришел в двоечку, было бы вообще шик. Так, сюда. И манго сейчас у меня появится, чекайте. У чела топ-1, там довольно-таки сильный стол. Так, манго. Хорош. Я, наверное, парочку дубликатов все-таки поставлю. Можно, в принципе, вместо гоблина-убийцы поставить сейчас Тинкера. Да я не особо верю в этого Тинкера, понимаете? Сколько раз этот Тинкер мне в душу насрал. Вот сколько раз мне этот Тинкер в душу насрал? Да миллион раз он мне насрал в душу. Ей-богу. Сколько раз он... Вот, напишите в комментариях, насколько часто в моих роликах Тинкер срет мне в душу. Кстати, тут я снова выиграл раунд, это плохо. Там, кстати, воин уже собрался фуловый. Надо в уровень идти. На инсектоиды, кстати, неплохо идут. И баф людей неплохо идет. Но я уже думаю, баф людей поздно. Поздно спохватился за баф людей. Может... Ну, я, короче, сейчас взял волшебника. Взял сейчас волшебника. И на бабах я сделаю так. Антимаг на бабах, говорю. Антимаг на бабах. Моряк Папай. Вы знаете, есть моряк Папай, который шпинат хавал. А есть антимаг на бабах. Вот антимаг на бабах. Антимаг на бабах, он слабый. Поэтому я сейчас взял лучше 2 клокерка поставил. От них больше импакта будет. Как минимум, даже если они способны свою заюзать, это уже будет плюс. Интересно, что чел будет стоп-1 делать? Какой билд? Надеюсь, мне сейчас нормально предмет какой-то упадет. 2 клоаки, ну, 2 плаща пальто, то, в принципе, неплохо будет. Так, хорошо. 2 волшебника есть. Манки Кинг. Блин, да надо брать, малый шторм. Надо брать. Короче. Плащ-пальто 2 штуки готово.
скажу, что это великолепно. А ну-ка, что мне сейчас упадет? Мне кажется, здесь жрецов не будет. Я думаю взять все-таки талисман. На всякий случай все равно. Даже если жрецов здесь не будет, я думаю, все-таки талисманчик мне пригодится. Так, это воины. Но я должен его тут вытащить. Спокойно должен вытащить. Или нет? Или да? Ну ты определись-то уже? Ты откисаешь или нет? Сейчас прикиньте. Сейчас по закону... По всем законам подлости. Как только я распродам мехов и гоблинов, ко мне придет легендарный мех. По всем законам подлости, ребята. По всем законам подлости. Так, оно и есть. Убрал пока что цвет. Я думаю, баф гоблинов намного импактнее будет. Манки Кинга тоже продал. Не хочу я на нем играть. Антимага еще можно будет по обузе, потому что тут, в принципе, есть Свен и есть Спектра. По хпшке у меня все замечательно. Можно идти дальше в уровень, как мне кажется. Как мне кажется, нужно идти дальше в уровень. Не знаю, реально можно в моменте сейчас взять... А, там инсектоид еще один. Так, на горизонте я вижу 2 инсектоидов. Но по идее я должен справиться, если даже мне... Ну, если мне все хорошо придет, то я, в принципе, по идее должен справиться. Должен со всеми справиться. Так, чуваку сбили винстрик. Сбил ему винстрик. Какой-то там 3 знака восклицания. ЦК берем, мне нужны демоны. Там маг-дракон ему сбил винстрик. Интересно. То есть он был настолько слабый, что ему маг-дракон сбил винстрик. Понял, принял. Понял, принял, не дурак. Там тоже, кстати, маг-дракон. С драгуна там 2 звезды. Неплохо. А кого он кирит? Там вообще непонятно, солянка у него пока что собрана. Охотник еще один. В общем, пока что из того, что... Короче, по моим наблюдениям сейчас я вижу как минимум одного инсектоида. Как минимум. Кстати, сейчас манго должен получить. Или нет? А похоже, не получу я мангу, потому что у меня имбалансный антимаг. Ладно, походу получу. Или не получу. Или не получу. А похоже, я не получу. Да. Правда, чего я сейчас смеюсь? С того, что не получу манго? Круто. Или подожди, должен получить, я же проиграл. Или выиграл. А ну, сейчас проверим. Так, хорошо. ТБшка пришел, сразу убираем его из пула. Мы ТБшку, ребят, не апаем никогда в жизни, если мы не собираемся через него играть. В одну звезду его с головой хватит. Кстати, хорошо, что я не скипнул медальон. Там, видите, жрец еще собирается. Бог-жрец, инсектоид. Вот и хорошо, что я не скипнул. Не медальон. То, что, конечно, инсектоид там собрался, это печально. Но на самом деле, если я буду играть через Свена плюс Спектру, то, в принципе, должно быть все замечательно. Все, в принципе, должно быть замечательно. Так, это воин. Ну, по идее, сейчас воина я должен вытащить. По идее. Или подожди, это не воин. Не, это не воин, это непонятно что. А, это что? Топчик, топчик. Антимаг не имба. В одну звезду сделал больше импакта, нежели резак в 2 звезды. На минуточку. Надо будет последить за этим инсектоидом. Не нравится он мне. Вообще не нравится. Так, пока что закирим бабку, и я думаю поставить все-таки баф мехов. Вот так вот дубликатов еще сверху поставить, наставить. Вот так. Во. Вот теперь красиво. Вот теперь красиво. Не то, что красиво, а замечательно. Прям глаза сияют. Ну-ка, бабка, покажи свой импакт. Давай, пенсионерка. Что-то пенсия плохо дамажит. Не, реально она как-то мало дамажит в единицу. Может быть, если закирить ее через гнездо Мамора в 3 звезды, она будет разваливать, будь здоров, но такой щедрости у нас нет. Ничего себе.
Короче, я думаю, нужно выходить полностью сейчас из инкама, продавать весь свой стол и выставлять уже демонов. Так вот. Пока что так поиграем. Пока что так поиграем. Антимага, естественно, кирим пока что. И надо потихоньку уже будет перестраиваться. Я на 9 уровне все-таки поролюсь. Можно было бы взять баф гоблинов, но я что-то думаю, что меня быстренько задушат, если я возьму баф гоблинов. Сейчас не время как бы сидеть вилками, как по мне. Че, на 8 уровне себе темпларку нашел, нормально. Неплохо, все в порядке. Пошел душить, пошел душить, молодой. Но в этот раз, кстати, инсектоид нормально. Ой, инсектоид, этот, фу, блин, резак нормально надамажил. Почти ККМ в единицу. Хорош. Хорош. Вдвойне хорош. Ну, можно, в принципе, уже выходить полностью в демонов. Да, у меня как-то как такового стола усиленного нету, но в принципе. 4 чернокнижника, это отхил. Я думаю, все-таки выйти вот в демонов. Полных демонов. Все-таки пока что поиграем через СФ. Через СФ прокаст. Должно быть все четко. Да, иллюзия спектры это, конечно, нечто. Это отдельная история, иллюзия спектры. Ее способность максимально useless. Так, отлично, апгрейд антимага есть. Ну, по идее, кстати, мы можем продать же сейчас ТБшку. Но ТБшка это демон. Мне бы этого найти. Так, еще один демон есть. Хорошо. Мне бы найти волшебника демона. И я бы от него не отказался. Плюс 1 демон, это плюс 1 волна к СФ. У меня и так сейчас плюс 7 волн, но все же. Наныл. Наныл. Так что, сегодня каточка будет без болтов, я так понимаю, да? Безболтовая каточка. Не знаю, свапать Вингуна Свена, не свапать. Нормально так урона. Маг неприятный. Но против мага у меня сейчас есть плащ-пальто. Плащ-пальто, чтоб не... Кто знает этот трек? Напишите в комменты. 2 хороших предмета мне здесь упало, но я возьму палку. Я, короче, вот эту палку беру, потому что я забрал ее у Манки Кинга. И сейчас этой палкой я буду по гробу стучать всем. Ну вот, дефолтная ситуация с инсектоидом сейчас. У него две цветы. Сейчас, если ему будет фартить на фигуры, то он будет выносить здесь всех и вся. Мне в идеале нужно найти сейф предметы и отхил предметы. То есть мне нужно БКБ, мне нужно МКБ, потому что если чел на цветах будет мне накидывать миссы... ну вот, то, о чем я говорил, видите? Невозможно попасть. Не, ну тут я его вынес как бы, но мало урона нанес. Надо было бы побольше ему урона нанести. Пока что мало урона нанес. Очень мало урона нанес. Надо этого инсектоида каким-то образом душить и выкидывать его вообще из катки. Но я думаю, Вингу в целом продать, короче. Я оставлю все-таки ТБшку, потому что ТБшка это как-никак, ну, демон. И как мы правильно помним, то скилл Свена бафается от демонов. Чем больше демонов, тем больше он бафает этот скилл. Какие мне предметы необходимы для Свена? Ну, в первую очередь, это, естественно, сейф предметы. То есть мне нужно МКБ, желательно БКБ, Бессмертие и Мьёльнир с маской 5 тира. Ну, это в идеале. А там будем отталкиваться от того, что будем иметь. Против мага бы еще надо защититься хоть как-то. Потому что там есть 9 магов как минимум. Хорош. Вот это вот то, что доктор прописал. 2 раза в день делай это упражнение, и спина никогда не будет болеть. Цветка. Не, ну цветка, она как бы нужна, но не нужна эта цветка.
Есть! Да! Я хочу орать. Я хочу орать от такого вот подгончика. Че, рискнем, может, предмет 5-го тира найдем? Неплохо. Я, короче, сначала подумал, что предмет 5-го тира найду, а потом такой, да нет, предмет 4-го тира найду. Почему предмет 4-го тира? Потому что там есть инсектоид, который будет накидывать свои вот эти вот миссы больные. Они меня не нравятся, эти миссы. Не люблю я эти миссы. Ну, хрень, блин, полнейшая. И Рок войны я, кстати, закину сейчас в Свена. Чтобы он сразу кастовал свою ульту. Ну, естественно, там нашел сразу 2 цветок в 3 звезды. Ладно. Ладно, не буду ничего говорить на эту тему, потому что сейчас посчитаешь, что я разнылся. Не, на самом деле, просто это реально дефолтная ситуация, потому что когда... Это реально дефолтная ситуация, потому что когда я играю через этих вот цвет, которые прыгают на лицо, мне почему-то не фартит так рано собрать их 3 звезды. Не знаю, не знаю почему. Вот не знаю и все. Кстати, решил поставить, если что, немного баф чернокнижников, чтобы хоть какой-никакой, но был подхил стычек. Так как там есть инсектоиды, которые будут, душить, будь здоров. На данный момент у всех столы сильные, кроме некоторых людей. Там, кстати, тоже дракон-ведьмак собрался. Неприятный тип вот этот. Это человек, который играет на инсектоидах. Неприятный вообще. Воина я ваншот, но это не проблема. Вот понимаете, сейчас у меня как бы все красиво, все замечательно, но я в своем стиле не уверен. Да, он сильный, не спорю. Но этот инсектоид, он душный будет. Еще маг 9 штук будет душный. То есть мне в идеале еще и БКБшку здесь найти. Но она мне и так нужна. Хоп, хоп, на-най-най, хоп. Еще, кстати, бы СФ найти в 3 звезды было бы вообще замечательно. С СФчиком 3 звезды, я думаю, игра заиграет иными красками. Не знаю, есть ли смысл делать Ведьмаков драконов? Я думаю, нет смысла. Или есть смысл? Но думаю, нет смысла. Потому что в любом случае есть вот это вот инсектоид. Душить он будет и так, и так. О! О! Это нам надо. Это нам надо. Подхил есть подхил. Под чернокнижниками все будет окей. Там бог воин собрался, непонятно против кого, но он собрался. Темпларка в 2 звезды на 9. Нормально, нормально. Надо вынести вот этого топчика на 2-м месте. Сейчас есть 2 проблемы. Инсектоид и вот эти вот 9 магов. Главное, знаете что? Чтобы вот этот вот ТБшка не свапнул хп от моего Свена. Если он свапнет хп от моего Свена, это будет грустно и печально. Так, опа, опа, воин. Ну, прости, воин. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. На самом деле, этот воин мог спокойно выносить инсектоида. Так, поставим сейчас вместо банши. Ладно, пока не буду играть так. Пока что я не буду так играть. Можно было бы, знаете, вообще как поставить? Можно было бы поставить еще Драгунайта, как керри. Массовый сплэш урон. Хотя я думаю, хрень. Хрень какая-то будет, да. Думаю, будет какая-то хрень. Жрецов здесь нету, поэтому можно, в принципе, уже талисманчик этот убирать. Но я на всякий случай еще его оставлю, потому что там есть чел с Джаггером 3 звезды. Мало ли, перестроиться в жрецов будет неприятно. Хотя денег у него нету. По сути, тут только деньги остались у меня и у этого типа. Но сейчас я у него заберу эти деньги. Это мои деньги. Это мои денежки, на секундочку. Процент он не платил? Не платил. Все. Так, охотник. Пока охотник. Рад был повидаться. Всего хорошего. Да, все, минус охотник. Кристалл маны плюс 50. Нормально. Пойдет. Пойдет.
Сейчас 30-й раунд, посмотрим, что будет. Не нравится мне этот инсектоид, вот серьезно. Вообще не нравится. Хускар 3 звезды, неплохо. Кстати, Хускар может меня ваншотнуть. А знаете, каким образом он может меня ваншотнуть? Предметом 2-го тира. Он может весь урон, который я нанесу ему, вернуть мне. И все. И там будут поминки. Можно будет заказывать гроб и отправлять его в могилу. Если я сам себя ваншотну. Хотя, в принципе, у меня есть... Ну, есть кому еще подамажить, но не так сильно, конечно. Плащ-пальто пока скипать не могу, пока маг есть. Как только маг вылетит, я сразу плащ-пальто скипну. Кстати, хорошо, что я держу медальон. Там у чела есть дух пятерка. Но вообще у него там максимально странный билд. Боги какие-то, зачем? Да почему? О! Обузим. Обузим мешочек. А почему все равно по 5 монет? Типа нельзя сделать так, что ты сразу юзаешь этот мешочек и покупаешь фигуры? Ты что, бред какой-то? Серьезно, бред. Прикиньте, вы не можете заобузить мешок и купить сразу 2 фигуры легендарные. По дешмаку. Да. Это не радостные новости. От слова совсем. Меня может сейчас жестко так напрячь инсектоид. Дай бог ему по фигурам повезет. Не дай бог. Он там антимага керит еще. О. Пу-пу-пу. Плохо. Немножко назад сделаю сейчас Свена, потому что если вражеский антимаг ко мне присосется, то все. GG. Бэм. Бэм. А где сплэш урон от Свена скилла? Я сейчас не понял. Почему такой слабый сплэш? Так, хорош. Сейчас себя ваншот начекайте. Да, без бессмертия здесь не обойтись. Ну, кстати, иллюзия спектры, смотрите. Какой импактовый скилл, боже ты мой. Имба. Как я говорил уже раньше, useless спектра. Реально useless. Полный бред. Чел уже 2 антимагов нашел еще. У меня проблема. Гайс, у меня есть проблема. А проблема конкретно в этом инсектоиде. Надо, чтобы вылетел маг и рандомнуть предметы. Маг, я смотрю, вообще не ролится. У него 100 монет есть, он вообще не хочет ролиться. Уверен в себе. Мне бы его уверенность. Кстати, это бог-воин. Чпык, чпык, чпык. О, -1. Ну, я так понимаю, минус маг. Отлично. На одну проблему стало меньше. Сказать, что это как бы что-то повлияло сейчас, ну, в принципе, не особо. Ну, надо предметы скипать. А какие предметы скипать? Ну, как-то так скипну. Я возьму маску 5-го тира, потому что если я возьму рапиру, я ее 100% потеряю. Если возьму рапиру, то 100% я ее потеряю. Потому что я могу себя ваншотнуть от этого Никса. Я единственное, что не понимаю, это почему у меня такой сплэш слабый на Свене. Массовая атака от Свена, она реально маленькая какая-то. Очень маленькая. Мне, кстати, так импресска идет на 10 уровне, что аж диву даешься. Надо Свена, СФ чуть-чуть подальше поставить. Потому что там антимаг присасывается. Ваншотнул. Ваншотнул антимага, так. Ну... О! Какой же это... Это то, о чем я говорил. Я сам себе ваншота сейчас буду.
Причем я себя ваншотнул, если что, на секундочку. Сквозь предмет второго тира. У меня даже на самом деле предметы такие себе, чтобы кого-то другого перестроиться. Мне не в кого перестроиться, по сути. О, контроль прилетел какой-то рандомный. Но если я себя не ваншотаю, то в принципе все замечательно. Но это если я себя не ваншотаю. А такого если много. Не знаю. Я не буду, короче, перестраиваться. Играем уже до Талова, чисто на мужика. Играем до Талова на мужика. Все, погнали. Что ж мне за предмет нужен 4-го тира? Какой предмет мне нужен 4-го тира? БКБ в идеале. БКБ в идеале. Что еще? Что еще может быть такого вот прям импактового для меня? БКБ это первое. Ну да, на самом деле, кроме БКБ мне по сути ничего не надо. Так, боссах 3-го тира упал, отлично. Можно было бы... Ладно. Мьёльнир мне понадобится. Мьёльнир это скорость атаки. То есть, ну, Мьёльнир это хорошо. Мьёльнир это отлично. Мне бы СФа в 3 звезды найти. Было бы вообще шикардос. У меня сейчас все неплохо, по сути. Все неплохо. Но всегда есть одно но. Мне могут сейчас ваншоты поприлетать. И если сейчас получится настакать этот посох 3-го тира, то я отдам его в Свена. Ой, Свена. СФа. Смотрю на СФа, говорю Свена. Ну, это уже Свен головного мозга, отвечаю. Ваншот? Ладно. Ладно. У нее там башер есть. Боже, у нее там столько контроля, что прям не выдаешься. На самом деле мне и БКБ особо может не помочь тут. Единственное, что мне может помочь, это все-таки бессмертие. Еще один Свен. Но я Свена не соберу в 3 звезды. Хочу этого или нет, крути как ни крути, но Свена я явно не соберу. Не знаю, сейчас как-то сделаю такую расстановку, потому что мне цепочка прилетает в Свена и в Спектру. Может, такая расстановка мне поможет. Пожалуйста. Хорош, хорош, хорош. Еще одного эсэпчика, еще одного эсэпчика. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Бог рандома. Улыбнись мне. Дай яйцо, либо же эсэфа, пожалуйста. Как же мне эта импресска идет. Бог ты, ну я куплю тебе уже, только дай мне эсэфа еще одного. Спектру продам. 2 цепочки прилетело. Тупая спектра, боже. Вы только что видели, как иллюзии спектры сработали? А, ну не имбовый антимаг, просто стан за станом, стан за станом, стан за станом. Не, ну по идее, если я сейчас переживаю, если сейчас переживу, то куплю яйцо, сделаю сефа в 3 звезды, но не факт, что мне поможет. Там из станов контроля просто туево. Плюс у него еще импресска есть, которая вдруг, ну, если вдруг кто не знает, то импресска делает дубликат с фулл предметами. Мне в любом случае прилетит, что так, что так. Не знаю, как-то так поставлю сейчас.
Давай. Давай, давай, давай. Секундочку. Я хочу посмотреть сейчас его профиль. Я более чем уверен, что у него там сейчас будет, ну, что-то нестандартное из сборок. Угу. А. Угу. 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 8 каток на инсектоидах. 8, мать его, каток на инсектоидах. 8. Ладно. Хватит на сегодня интернета, короче. Я так понял, сегодня день у меня не задался. Ну и, в принципе, все. Как бы вы все прекрасно сами видели. Возможно, БКБ мне в действительности бы помогло. Слишком много там контроля. У меня Свен АФК стоял. Скорее всего, мне нужно было не ролить шмотку 5-го тира. Хотя, если было бы бессмертие, скорее всего, бы я бы это затащил, но не факт. Там слишком много контроля было. Там у него появлялось, получается, 2 дубликата антимага, которые имели по башеру, которые имели по цепочке 4-го тира. Ну, короче, я мог это не затащить. В любом случае. Абсурд. Несколько раз я себя ваншотнул сквозь Никса. Просто чуть-чуть не дожал. Ну, как-то так, ребят, как-то так. Мета поменялась? Нет, ни грамма не поменялась. Инсектоидов не рфанули? Да, не рфанули, но по факту, если сделать все красиво, то есть как у него, допустим, то это жестко. Да, это жестко. Это невозможно почти остановить. Не, ну возможно, на самом деле. Я не знаю, может быть, если бы реально мне БКБ было, то есть МКБ, БКБ, вот это вот бусы 3-го тира, то, возможно, я бы смог затащить. Ну и на самом деле Battle мне не хватало, слишком много спама там было. Хотя мне непонятно, почему такой ужасный сплэш был от Свена. Почему? Короче. Обидно. Немножечко, вот все равно, знаете, в душе немножечко обидно. Кошки шкребутся о том, что занял топ-2 на таком красивом билде. Ладно. Что ж. Что думаете по поводу этой катки? Вы напишите в комментарии, ребят. И вот за такую вот, ну, скажем так, сильнейшую, ладно, не сильнейшую сборку патча, судя по всему, то это реально не сильнейшая сборка, но довольно-таки необычная сборка, хотя тоже это необычно. Короче, ребят, просто натыкайте лайков, поддержите меня, поддержите мою мораль. В общем, коммент, лайк с вас, а кто не подписан на YouTube, то обязательно подписывайтесь, а кто не подписан на Telegram, тоже подписывайтесь, и что в описании под видео есть ссылочка на Telegram, а также в закрепленном сообщении в комментариях тоже есть ссылочка на мой Telegram-канал. А еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!